Добрый вечер, уважаемые друзья. Как видите, я здесь в студии, хотя вчера говорил вам, что, скорее всего, не получится сделать передачу, но поменялись у меня планы немножко, командировка не состоялась. Я завтра уеду на 1,5 дня и вернусь в четверг. И в четверг у нас планируется, если все сложится, как мы рассчитываем, что у нас будет интересный очень гость у меня в программе на интервью, будет Ренат Усатый. Так что запасаемся попкорном, может быть, будет скандал, может быть, что-то будет, не знаю, а может быть, все пройдет нормально. Посмотрим. А у Ани завтра, в среду, будет представитель от правящей партии. Короче, вот так вот, да. Ну и, соответственно, в следующий раз попробуем позвать кого-то. Ну, видите, немножко я скован здесь. У нас до сих пор, у меня третья программа, все от оппозиции. И хотелось бы какую-то оппозицию, скажем так, не только проевропейскую, например, выраженно проунионистскую, например, ЦИКу попробовать позвать. В прошлые времена я бы позвал кого-то пророссийских, но сейчас вот просто не хочу, понимаете? Я боюсь, что вот он что-то ляпнет там про дружбу с Россией, а я не выдержу, и что-то плохое произойдет прямо в прямом эфире. Поэтому нет. Ну, Усатого я зову, потому что он, по крайней мере, из того, что мы видим в его интервью, он занимает достаточно адекватную позицию, умеренную. Я не считаю, что он прямо совсем откололся от России, но, по крайней мере, он не фанат Путина, это точно, не фанат этих ФСБшников, скорее у него с ними вражда. Поэтому я считаю, что такого человека можно и нужно звать в студию и услышать, что он там нам расскажет. Но это будет в четверг. А сегодня давайте поговорим о том, что происходит вообще в молдавской политике. Сегодняшняя новость, которая взбудоражила телеграммные сетки, все, в первую очередь, Шоровскую, конечно, которая самая большая, это то, что члены Высшего совета безопасности при президенте Молдовы и по совместительству комиссии этого ветинга, который вот отбирает судей, фильтрация судей и прокуроров, экс-судью Татьяну Радукан обвинили в коррупции, высказали подозрения в коррупции. Дело в том, что было разослано письмо главой прокуратуры антикоррупции Вероникой Драгалин, она его разослала там судьям, прокурорам, попало оно в прессу. Она говорит о том, что судья Радукану, так правильно произносить, более 10 лет как тайно работает на Вячеслава Платона и Илона Шора. И теперь это стало предметом возбуждения уголовного дела против нее. Но тут возникает вопрос, каким образом это отразится на единстве рядов в правящей партии. Почему я так говорю? Потому что, то есть, обвиняют эту судью бывшую и сейчас достаточно высокопоставленного чиновника, что она работает на интересы Шора Платона. А кто ее племянник? А ее племянник – это один из больших спонсоров ПАС и, в общем-то, активный член их команды партийной Александр Македон, руководитель Старнет. Так что, и говорят, что он очень близок к Андрею Спыну. В общем-то, интересно, чем это все закончится. Тут, конечно, знаете, во-первых, да, надо упомянуть, что она уже, Татьяна Радукану, она подала заявление об уходе из обеих комиссий, комиссия предварительного отбора и проверки, и это произошло сразу после того, как появилось это письмо антикоррупционной прокуратуры и направлено в несколько госучреждений. Но что это вообще такое? Тут может быть несколько версий, две базовые версии. Версия А – это просто борьба с коррупцией, и вот Драгалин, ей пофиг, там, кто у нее дядя, тетя, берет и наезжает на всех. Может? Да, может. Другая версия – это то, что это разборка между какими-то группами внутри правящей партии. Может такое быть? Тоже может быть. Но у меня нет доказательств ни одной из этих версий, поэтому я не хочу здесь, знаете, изображать из себя какого-то провидца, который все знает и все понимает. Вот реально я сейчас не знаю, что это означает, поэтому будем наблюдать дальше. Может быть, это ничем и не закончится. Вот просто вот она ушла в отставку и все. Там, да, будет уголовное дело, будет разбирательство, но никаких больше внешних проявлений не будет. Но, тем не менее, кстати, вот, может быть, и Усатого спросим, может быть, он знает, потому что он очень осведомленный во всяких этих вот таких историях полускрытых. Может быть, он знает, а может и не знает. Это мы с вами установим в четверг. Еще то, что связано с властью, президент Майя Санду, она сделала заявление. Мы не хотим никуда идти, мы хотим остаться дома, и чтобы Европейский Союз был у нас здесь дома. То есть, не надо нам переходить, Молдова не должна уходить в Евросоюз, мы должны сделать так, чтобы Евросоюз пришел к нам. Заявление
по сути, абсолютно правильно, тут как бы спорить, ну, было бы глупо с моей стороны, но есть нюансы. Дело в том, что в свое время это сказал Владимир Воронин, который сказал, что нам Европу нужно строить у себя дома. Это еще он сказал в нулевые годы. Ему же принадлежит цитата того же времени: «Европейской интеграции нет альтернативы». И сейчас это говорит примерно. Это говорит Ренато Усатый. Он говорит, что нужно перенимать все хорошее, то, что есть в Евросоюзе, и внедрять у нас в Молдове. И в связи с этим, не то чтобы я хотел критиковать Санду за то, что она повторяет что-то, что уже было сказано. Ну, как написано в «Экклезиасте», что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это уже было в веках бывших прежде нас. Конец цитаты. Однако, повторяя здравую и, в принципе, разумную мысль Воронина и Усатого, нельзя ее просто взять и повторить. Ее нужно наполнить новым содержанием, новым смыслом, развить ее как-то. И вот этого я не увидел у президента. Да, я даже не исключаю, что она, может быть, и не помнит, что когда-то такое говорил Воронин, потому что она тогда в Америке жила, не участвовала в политике, когда он эти все заявления делал. Вполне возможно. Но, тем не менее. А с другой стороны, знаете, наши политики, в принципе, не особо парятся, когда повторяют чьи-то чужие идеи. Вот у нас Игорь Николаевич, он обычно так и делает. И, ну, думают, это же было пару лет назад, уже все забыли. Типа, что он тут, не избиратели, аквариумные рыбки. Все, может быть, так и думают. Да, но еще тоже связано. У нас, видите, в начале сегодня накопилось много новостей про власть. Согласно поправке, которую предложили депутаты от ПАС, то есть сейчас, если Молдова присоединяется, то она еще не проголосована, не принята, но вот они предлагают такую поправку в законодательство: если Молдова присоединяется к неким международным санкциям против своих граждан, вот, например, против каких-то молдаван ввели санкции, ну, как это уже произошло, там, против Плохотнюка, Ашора, там, еще группы людей, или против фирм каких-то юридических лиц, то в этой ситуации власти должны будут обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело за совершенные преступления, соответствующие фактам, которые привели к установлению соответствующих мер. То есть сегодня что происходит? Вот ввели, допустим, Евросоюз ввел санкции против Шора. Наши берут тоже, вводят против него санкции, но надо же посмотреть, так, Евросоюз, в чем вы его обвиняете? Они дают там список, вот 1, 2, 3, 4. Ага, прокуратура должна открыть уголовное дело по этой ситуации и проверить, эти обвинения соответствуют действительности или не соответствуют. И прокуратуру также проинформируют, если власти будут применять санкции по собственной инициативе. То есть, например, власть хочет кого-то подвести под санкции, гражданина Молдовы. В этой ситуации они сначала должны проинформировать прокуратуру о том, что будет такая ситуация. И эти санкции могут быть применены только в том случае, если соответствующие лица имеют множественное гражданство и не находятся на территории Республики Молдова. Ну, в первую очередь, видимо, идет речь... Хотя не, может быть, о любых санкциях, а может быть, о лишении гражданства. Вот тут пока для меня непонятно, будем ждать разъяснений. Представители правительства также предлагают отступление от административного кодекса, чтобы применение международных санкций имело силу с момента их вступления в силу и не могло быть приостановлено по решению государственных органов или судебными документами. Ну, то есть, чтобы подсанкционный персонаж не мог откупиться просто в суде. Понятно, что Владимир Плохотнюк и Илон Шор – это первые граждане Молдовы, к которым, скорее всего, это все может применяться на практике, и к которым уже применены международные санкции. То есть, видимо, хотя нет, закон не имеет обратной силы. Не знаю, вот как они в этой ситуации будут действовать. То есть, возбудит ли прокуратура по тем, против кого уже ввели санкции международные инстанции, тоже мне пока непонятно. Видите, проблема сейчас, наши юридические комментаторы, которые ходят с канала на канал, они вместо того, чтобы разъяснять какие-то юридические моменты, они зачастую, то есть те, которые за власть, они мочат оппозицию, а те, которые за оппозицию, мочат власть. Потому что они все теперь политические комментаторы, никто уже не комментирует нормально ни экономику, ни юриспруденцию, ничего. Но тем не менее. В октябре, напомню вам, 2022 года Минфин США заявил, что к ним, к этим гражданам, к Шору и Плохотнюку, применены санкции за действия, связанные с системной коррупцией и вмешательством в выборы в Молдове, поддерживаемые Кремлем. В Молдове нет такой уголовной статьи, как поддерживаемый Кремлем, но системная коррупция – да, и вмешательство в выборы в интересах иностранного государства – да, потому что это незаконное финансирование выборов. Такие статьи у нас есть. Так что посмотрим. Я так понимаю, что на самом деле, если там еще идет речь про снятие гражданства, то
видимо, просто они хотят вот сейчас власть подогнать это все под какую-то законодательную базу, потому что, в принципе, они сейчас вводили санкции на основе каких-то решений, там, каких-то комиссий, но они хотят это оформить в какую-то систему, как это можно в дальнейшем действовать, для того, чтобы регламентировать все последующие казусы. И тут почему подчеркивается, что у человека должно быть другое гражданство и нахождение вне страны, я предполагаю, потому что речь идет в том числе до вплоть снятия его с гражданства республики, лишения гражданства республики Молдова. Об этом шли, кстати, разговоры о том, что Шора и Плохотнюка могут лишить гражданства, но тут, знаете, как это палка о двух концах, потому что сейчас это, скорее всего, невыгодно государству, потому что, это усложнит их экстрадицию, потому что с чего их будут отдавать нам, если они не наши граждане. Хотя, с другой стороны, и Шор, и Плохотнюк сейчас находятся в таких местах, откуда и так не выдают. Поэтому, если эта экстрадиция и так большой вопрос. Но на перспективу для них обоих и для тех, кто может попасть под такую же санкцию, как лишение гражданства, это создаст проблему, они просто не смогут вернуться в Молдову. Кроме случая, если они здесь смогут получить власть через какие-то свои прокси-партии, а при всех других раскладах они не смогут въехать, даже если не будут осуждены. Шор уже осужден, Плохотнюк еще нет, но он просто без гражданства, он не получит визу в Молдову. Поэтому так вот, хотя, опять-таки, если есть румынский паспорт, можно ездить. Это как этот депутат, шарист, по-моему, или социалист, которого сейчас ввели санкции Евросоюза против него, он катается в Болгарию. Почему? Потому что у него есть болгарский паспорт, паспорт Евросоюза. Он может с ним путешествовать куда угодно. А с молдавским уже не может, потому что он под санкциями. Я прошу прощения, друзья, у меня аллергия немножко мучает, не обращайте внимания. Так, давайте посмотрим, что нам пишут, потом продолжим. Так, с нами сегодня Качулия, Кацелень, Дурлешты, Лондон, Макон, Франция, Хертоп, Роверетто, Ноябрьск, Ньюпорт, Великобритания, Брестче, Винница, Рожкановка, Рыбница, Ботаника, Антиох, Иллинойс, Дания, Майами, Кагул, Бельцы, Синджера, Штефанводы, Тицканы, Лейпциг, Испания, Старая почта, Чимишлия, Кишинев, Батьям, Сочетень, Италия, Нью-Йорк, Рим, Верона и другие. И есть вопрос, но сначала, друзья, я прошу вас, не забывайте, пожалуйста, поддержать нас лайками, репостами и поддержать материально. Как это сделать, вы можете узнать под видео. Там есть ссылка «Поддержать Ава ТВ». И через это вы нам можете оказать посильную помощь, что для нас является очень важным. Андрей, русский мир полностью подпадает под признаки фашизма. Может, подскажете властям, а то не могут определиться, умные или красивые. Я много раз вам говорил, что каким образом... Нет, я знаю, что нас смотрят многие представители власти, но, опять-таки, вы говорите, что признать их фашистами, а может быть, начать с чего-то попроще, то есть, допустим, понизить статус дипломатических отношений, чтобы там был не чрезвычайный полномочный посол, а, допустим, какой-то временно поверенный или что-то в этом роде. Даже этого нет. О чем вы говорите? Какие признания их фашистами? Вот вчера я говорил в передаче, что Украина не признает выборы Путина легитимными и не признает его президентом России. Наши же не решатся на такой шаг. Тогда о чем мы говорим? Нам Энчеркацл Киматпи Андрей Настасы. Не хочу я звать Андрея Настасы, я вам объясню чуть дальше, мы сегодня про него как раз поговорим. Не потому, что вот то, о чем мы сегодня поговорим, потому что просто я не считаю, что это интересный политик для меня. Я же тут субъективно выбираю, кого звать. Есть политики, которые для меня неинтересны, неперспективны, которых я никогда не рассматривал как... То есть, допустим, с тем же Усатым мы никогда не были единомышленники в плане того, как себя позиционировать политически. Но он интересен однозначно. И своими заявлениями, своими разоблачениями. Поэтому я с интересом послушаю, что он скажет. С Настасы, вот даже если формально мы единомышленники, потому что он проевропеец, но вот он мне абсолютно не интересен. Но и его проевропейскость весьма формальна, о чем мы поговорим чуть дальше. По поводу милитаризации, как сейчас вот разгоняют вся команда Шора, все его телеграм-каналы, все его лидеры общественного мнения, все, кто лежит у него в кармане, разгоняют тему о том, что милитаризируют Молдову. Сейчас проходят учения на севере, там наши
солдаты тренируются прыгать с самолетов, и это же ужасно, как же так можно, да что же вы творите, какая страшная милитаризация, все, практически нас втянули в войну. То есть у России просто нет выбора, кроме долбануть по нам атомной бомбой, потому что наши солдаты тренируются. Ведь солдаты должны спать в казарме. Когда солдаты тренируются, как у нас говорил тут один эксперт по безопасности, это неправильно. Не должна армия тренироваться. Армия не для того, чтобы тренироваться. Армия для того, чтобы там, ну не знаю, может быть, дачи генералам строить или еще что-то. Когда армия тренируется, это очень плохо. И вот сейчас они все перевозбудились опять, как так? Учение, ужасно, ужасно. И продолжают качать этот тезис, нас втягивают в войну. И вот сам Шор заявил, Запад готовит Молдову к расплате за еврокредиты жизнями граждан. Это он так прокомментировал новость от Министерства обороны Молдовы о том, что проходит учение Swift Response. И молдавские и американские военные проводят там парашютную подготовку. Шор говорит, не ждем, а готовимся. Видимо, лозунг режима Санду. То есть она не хочет ждать нападения, она к нему готовится. Ужас какой! Расстроила Санду Шора прямо до нельзя. Вместо того, чтобы ждать освободителей, которые придут и освободят молдаван от страны, от имущества, от жизни, она почему-то к чему-то готовится. Прямо ужасный человек. Ну и вторит своему шефу Марина Таубер. Она сегодня была в суде, где ее судят за ее дела уголовные. Но она вышла перед, вот этим, они привозят этих бабушек, которые там стоят, прячут лицо за плакатами. Марина, мы с тобой и так далее, вот, при том, что ну, вяло, видно, реагируют, не знаю, в этот раз почему-то особо старенькие все были, может быть, даже не совсем понимали, где они и для чего они, и вот она вышла и начала про учения им объяснять. Зачем Молдове учения военные? Задалась она вопросом, выйдя из суда, то есть, казалось бы, ну, в суде, ну, выйди, расскажи, что тебя там притесняют, что это неправильно, нельзя тебя судить. А вышла и начала им рассказывать бабушкам про учения. И говорит, неужели Молдова собралась с кем-то воевать? Именно к этому ведет нас Майя Санду по указке своих кураторов. Это говорит о том, что власть совсем не думает о гражданах страны. Мы за мирное, благополучное, развивающееся общество в Молдове, сказала Таубер. Обратите внимание, что их всех вообще очень сильно беспокоит сотрудничество по обороне Молдовы. Их не беспокоит то, от кого исходит угроза. То есть то, что Россия может на нас напасть, ну и что? А вот то, что мы можем оказаться хотя бы частично к этому готовы, это ужасно, да как вы посмели. Это знаете, как вот если бы вот какой-то маленький дворик советский, пятиэтажки, вот там живет алкоголик, который всех избивает, когда напивается, крушит там всю дворовую мебель, и вот его дочка возмущенно обращается к подросткам, которые решили пойти на секцию бокса, потому что достал их алкаш, хотят немножко подтренироваться, чтобы дать ему отпор. Она говорит, это недопустимо, мы мирный двор, зачем вам бокс? То есть, когда будет вас бить, ну, потерпите немножко. А что такого? Ну, везде дерутся, это бывает так. Вот примерно то же самое нам говорят эти все пророссийские силы, типа, когда Россия на вас нападет, и что? Прямо вот что, надо сопротивляться теперь? Вы что, хотите, чтобы кто-то из молдаван погиб? Типа, когда они нападут, то никто не погибнет. Ну, мы же знаем, как они мирно, аккуратно захватывают города. Мы же видели в Украине. Мариуполь, там, Волноваха, вот сейчас они там пытаются продвинуться в сторону Харькова, бомбят его нон-стоп. Кстати, вот сегодня попали в многоэтажку ракетой. Прямо в большое жилое здание, многоэтажное, там 20, по-моему, этажей, попали в середину этого здания ракетой. Ну, это же как бы терпимо. А если бы у Украины было больше ПВО, это же было плохо, ведь ракета стоит денег, зачем ее сбивать? А так она достигла цели. Да, ну, МИД Молдовы разъяснил, что представляет собой вот это сотрудничество, о котором сейчас многие говорят, Молдовы с Евросоюзом в области безопасности и обороны. Они написали, большая часть мероприятий, предусмотренных партнерством, уже осуществляется на практике. Но создание партнерства позволит нам иметь основу для более системного сотрудничества с Евросоюзом. По сути, партнерство будет функционировать как зонтичное соглашение для всех взаимодействий между Республикой Молдовы и Евросоюзом в таких областях, как помощь Евросоюзу, помощь Евросоюза для повышения устойчивости нашей страны, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору через Европейский инструмент мира, участие Республики Молдова в миссиях ЕС по урегулированию кризисов, интегрированное управление границами, сообщили в МИДе. Звучит хорошо, не знаю, насколько это все будет работать, но тем не менее, как намерение хорошее. Теперь хочу немножко с вами поделиться некоторыми инсайдами. Но сначала давайте... Вижу, телефон вибрирует непрерывно.
Андрей, как Влах относится к ГУЦУЛ? Я не слышал, чтобы Влах осудила новую башканку. Создается впечатление, что она солидарна с Шором. Она что, не могла предостеречь гагаузов от неверного выбора? Ну, вы прямо как шутите, как будто. Конечно, они с одного лагеря, притом в буквальном смысле слова, потому что у меня ощущение, что Влах как раз очень близка к Шору. И уж точно она не будет предостерегать от его человека. Но тут есть нюанс, о котором мы сейчас поговорим. Андрей, как вы думаете, власти РМ сольет Гагаузию по типу Одессы 2.05 или потому как, похоже, все уже готово? Ну так Одессу никто не слил, Одессу, наоборот, удержали. Сольет ли Гагаузию? Я думаю, что Гагаузия может быть слита только в одном случае, если российские войска будут стоять в Одесской области. Тогда просто не будет слита, она будет просто захвачена моментально. Первое, что они сделают, захватят Гагаузию и левый берег Днестра. Дальше есть вопросы. То есть пойдут они на Кишинев, не пойдут, тут как бы есть нюансы. Но то, что они оттяпают часть Молдовы уже как бы совсем, навсегда, в этом сомнения никакого нет. Но я думаю, что вероятность этого почти нулевая. Чуть не забыл, Андрей, смотрел вас на Freedom, очень достойно смотрелись, все сделали спокойно, обоснованно, аргументированно, браво. Да, спасибо, я иногда даю интервью украинским каналам, и Freedom, и Прямой, и некоторые местные региональные каналы небольшие. Спросите завтра у Усатого, он поддерживает Шора, ведь Бельцы с удовольствием берет деньги у Шора. Да, кстати, это вопрос интересный. Я не думаю, что так ставить поддержку. Он его не поддержит в том плане, что мы не видим никаких шагов практических. Но про то, какие у них отношения, есть ли эти отношения, то это один из вопросов, который надо разобрать. Андрей, если на выборах число гипотетически каким-то образом победят, чисто гипотетически каким-то образом победят расисты, что делаем? Садимся в машину, едем за границу, или в самолет, кто как. Потому что я думаю, что если здесь придет к власти рашизм, то они уже не отдадут его мирным путем, то есть уже не будет дальше выборов, ничего не будет. Вот вы видите, что творится в Грузии. То есть либо надо всем выходить на улицу и сносить эту власть, и ставить запрет на любую партию, которая просто упоминает в своей риторике что-то про Россию, прохрюкивает, и тогда жить дальше спокойно. Или, если они закрепляются, то это хана Молдове, все, тушите свет и забудьте об этой стране. Потому что если нам удастся сделать такую глупость, отдать им в лапы нашу страну, то есть они ее загадят, просто превратят в одно сплошное Приднестровье. Да, так вот теперь про инсайт, который я хотел вам сказать. Сразу скажу, что я не уверен в этой информации, в достоверности, притом даже скорее считаю, что она сомнительная. Но мне рассказал человек на полном серьезе, он говорит о том, что произошел конфликт между Шором и ГУЦУЛ. Потому что сейчас видели, сегодня появились новости о том, что идут работы в селе Кангас, там, где они хотят делать этот Гагаузленд, и что вот прямо скоро-скоро, и будет самое красивое, прекрасное место. Но когда смотришь, что как бы ничего там пока не видно. И вот говорят, что якобы пропала большая часть денег, которая была на это выделена. И когда Шор сказал Женечке: «Женечка, а куда денежка пропала?» Говорят, что она на него в ответ наехала очень жестко, дескать, ты кто такой, я тут с Путиным встречаюсь, я башкан законно избранный, вот меня тут Соловьев ручку целует, и вообще, что ты хочешь? И, дескать, якобы из-за этого вот это вот кислое выражение лица Шора на параде в Москве, где вы видели, где там сидит с хитрой улыбкой ГУЦУЛ, очень кислый Шор и всегда веселый Таубер. Может ли это быть на самом деле? Теоретически это да. Это очень похоже на стиль молдавской политики, то есть когда одни других выращивают, потом те их кидают, и это может быть. У нас такое происходит часто, потому что, потому что в политику идут не самые порядочные люди. Не все, но многие. Так что теоретически да. Но практически у меня есть к этому большие вопросы. Во-первых, человек, который мне это передал, я не могу прямо на 100% доверять его информации. Это раз. Во-вторых, я не исключаю, что его самого использовал кто-то ему вбросил эту информацию, и, может быть, она не имеет никакого основания. Кстати, если кто-то из вас, я знаю, что нас смотрят люди некоторые сильно информированные, напишите или в личку, или напишите на имейлы, которые указаны, что вам известно по этой ситуации, насколько это все правда или неправда. Поэтому пока просто наблюдаем. Я вам это рассказываю, чтобы если потом проявится, что это факт, я вам скажу: а я же говорил,
Интересно, как бы иногда хочется такое сказать. Да, так что поэтому, если у кого-то пишите, если у кого-то есть информация, пишите нам. Теперь второй момент, который я хочу с вами разобрать из важных моментов, это все-таки единый кандидат. Меня подтолкнуло к этому, сегодня читал опять очередные возмущения Чубашенко, они его называют публицистом, но я не знаю, в чем его публицизм, где его публикации, он, то есть публикует посты там по 20 слов, это, видимо, теперь публицизм называется. Так вот, он опубликовал, он возмущается, говорит, почему нет до сих пор единого кандидата от этих пророссийской оппозиции. Общественность, цитата, общественность пока так и не знает, как оппозиция собирается побеждать Санду на выборах, как она относится к референдуму Санду по евроинтеграции, о чем она вообще думает, кто он, единый кандидат от оппозиции, или кто они, разные оппозиционные кандидаты, чего они хотят, как они собираются добиваться, чего хотят, как они относятся к референдуму Санду, собираются ли они в нем участвовать, будут голосовать за или против, или они за неучастие, бойкот. Короче, на самом деле, давайте разберем эту ситуацию вообще с этим единым кандидатом. Я думаю, что единого кандидата не будет. То есть это уже почти 100%, что единого кандидата от оппозиции не будет. Уже сейчас, на этом этапе, до того, как началась регистрация, вот считайте, я вам даю этот прогноз, что его не будет. Даже от пророссийской, я не имею в виду там типа вот от унионистов кандидата, вот от пророссийских, вот Майя Санду, вот смотрите, уже как бы ни один против нее выставлен кандидат. Это вообще невозможно, чтобы вся оппозиция выставила против Санду одного кандидата. Понятно, когда они говорят про единого кандидата, они имеют в виду кандидата от Москвы. И его тоже не будет. Не получается у них никак договориться. Скорее всего, будет Дадон. Он пока боится об этом заявлять, но он так хочет, аж пищит. Он по ночам вскрикивает от того, как ему хочется быть президентом. И для этого ему нужно быть кандидатом. Поэтому будет он. Будет минимум 5, а может быть 7 кандидатов от Шора. Притом, знаете, это будут очень разные люди, то есть это не обязательно все будут пророссийские. Там будут какие-то пророссийские, будут проевропейские, да, от Шора будут проевропейские, чуть дальше мы поговорим, как это возможно. И, возможно, главным кандидатом будет Воронин, потому что он вообще, на самом деле, знаете, я все больше склоняюсь к тому, что он был бы очень удобен для команды Шора. Он очень в возрасте, он не будет лезть в никакие дела, то есть Шор окружит его своими людьми и будет управлять страной, а Воронин будет просто президентом. Потому что как бы, не тот у него возраст, чтобы, как раньше он когда-то был гиперактивный, ездил по селам, там чем-то занимался. Сейчас уже этого не будет. И да, конечно, вот вы скажете, а как такое возможно, что вот еще будут проевропейские кандидаты от Шора? Как вообще, чтобы проевропейский кандидат работал в пользу Москвы? А я вам расскажу, как это возможно. Например, один человек, будучи проевропейцем, голосовал в ПАСЕ в пользу России. Притом это вызвало у всех шок. Человек от проевропейской партии из Молдовы приезжает в парламентскую ассамблею Европы и поднимает руку за резолюцию, которая выгодна только России. Потом этот человек участвовал в выборах президента Молдовы с абсолютно практически идентичной программой с Майей Санду, тем самым забирая у нее голоса. Этот человек, как вы понимаете, это Андрей Настасы. И вот сейчас он пошел еще дальше, вернее, наверное, правильно сказать, еще ниже. Он заявил в интервью на одном, кстати, канал, который посещают в основном пророссийские политики, он туда попал и на русском языке, великолепно теперь он говорит, заявил о том, что мы должны это сделать, развивать отношения с Россией в интересах Республики Молдовы. Не в интересах России, российского президента или в интересах российского народа, а в интересах Республики Молдовы. Понимаете? То есть в интересах Республики Молдовы, согласно Настасы, это развивать отношения с Россией. Кроме того, он сказал, что на инаугурации президента России Владимира Путина должен был обязательно присутствовать посол Молдовы в России. Он не знает, был ли там этот посол или нет, но говорит, что он там должен был быть обязательно. Как же, надо же оказать почтение законно выбранному президенту Путину, который на честных выборах, не убив ни одного оппозиционера, победил, прямо народное волеизъявление. Вот это все говорит Андрей Настасы, бывший лидер платформы «Да». У кого-то еще есть после этого вопросы про этого человека? И вот, как говорится, вам такой кандидат. Понятно, что у него будет две задачи. Это развалить блок Импрюна вместе. Он уже делает заявление, что он пойдет баллотироваться на пост президента, потому что его попросили кто-то, члены платформы «Да», которые на самом-то деле сегодня в этом блоке, и они собираются выдвинуть какого-то своего кандидата. И явно это будет не Настасы.
Но он пойдет параллельно и будет апеллировать к избирателям платформы «Да», которые в свое время их было очень много, достаточно большой процент. Ну и вторая, конечно, главная задача – это забрать голоса у Санду хоть сколько-то. Для чего? Для того, чтобы сделать невозможным ее победу в первом туре. Сегодня это исключать нельзя, потому что если будет, особенно на левом фланге, будет толкотня, будет много кандидатов, они растащат между собой голоса, и она наберет достаточно много. Но если будет много кандидатов и справа, значит, тогда будет второй тур. И вот поэтому сейчас будут впихивать туда вправо еще дополнительных кандидатов. Пусть заберут по 0,5%, по 1%, но как можно больше, чтобы забрать у нее, чтобы исключить ее победу с первого тура. Вот такие вот у нас есть проевроперцы. Да. А вот обратный пример, кстати, более, скажем так, сознательного поведения. Октавиан Цику, экс-депутат парламента Молдовы, заявил, что не собирается выдвигаться кандидатурой на пост президента. Это при том, что в прошлом году он говорил, что будет участвовать в выборах и будет занимать такую яркую унионистскую позицию. Но я думаю, что он теперь понял, что это риски вообще для европейской интеграции, потому что если к власти придут пророссийские, то уже можно быть правильным унионистом, который как бы гавкает, но не кусается. Таких унионистов они любят, таких они даже подкармливают. А настоящим унионистом уже будет нельзя быть. Поэтому, видимо, он осознал это и понял, и да, возможно, он поддержит этот блок Имприуна, потому что там для чего нужен кандидат от блока Имприуна? Вы скажете, ну это что же забирают ума и проценты? Да, но для них это даст возможность то, чтобы создать им узнаваемость. Почему это очень важно? Потому что есть всего лишь 1 год, чтобы это блок этих партий, которые сегодня у них очень маленький рейтинг. Они как дети, знаете, складывают, говорят, у этой партии 2%, у этой еще 2%, у этой 2%, и вот вместе получается там 10. Не получается. Такая математика не работает в политике. У них их процент – это примерно процент той партии, которая из них имеет самый большой рейтинг. Ну, где-то, может быть, их суммарный процент там 3% от силы. Поэтому им надо за год, от сегодняшнего числа за 1,5 года накопить достаточно сил, чтобы бороться хотя бы процентов за 15. И тогда они смогут вместе с ПАС в будущем парламенте сформировать коалицию проевропейскую. Иначе будет полный провал. Поэтому им нужно выступать на этих выборах, чтобы их кандидат, который он не победит, у него нет шансов, но он станет узнаваемым, и он потом подтянет за собой этот блок, будет наращивать его потенциал. Это очень важный момент. Ну и про других кандидатов мы сегодня говорить не будем, которые уже где-то намекали, где-то прямо говорили, что будут участвовать. Это Кику, Влах, Ульяновский. Пока не будем обсуждать, потому что, во-первых, пока я не вижу от них никакой серьезной активности. Да, понятно, что они, видимо, считают, что писать посты в Фейсбуке и раздавать интервью на каких-то каналах это и есть активность, но на самом деле нет. Не будем их разочаровывать, пусть думают. Дальше так, там просто обсуждать пока нечего. Хотя я думаю, что при всем при том, что я считаю, что у этой троицы нет ни у кого шансов на победу, но Влах интересный персонаж в том плане, что кое-какие люди по-прежнему, судя по всему, думают, что она имеет шансы. Я так не думал никогда, но тем не менее, я же не эти люди. Некоторые люди считают, что у нее шансы есть, поэтому на ее политической кардиограмме могут быть всплески. Знаете, как когда в фильмах показывают, там бьют этим, когда откачивают током, когда бьют человека, и вот у него начинает биться сердце. Вот ее политическое сердце еще может побиться, но не прямо так, чтобы совсем-совсем на вершину, но еще какие-то движения она сделать может. Так, давайте еще глянем парочку вопросов. Так. Андрей, единого пророссийского кандидата нет и, скорее всего, не будет. Вы не думаете, что это явный признак того, что планируется силовой сценарий, так как РФ вложила огромные деньги? Смотрите, я много раз об этом говорил. То, что у них есть силовой сценарий, я в этом не сомневаюсь ни одну секунду. Но планировать и исполнить его – это две разные вещи. Потому что Украина стоит
и сопротивляется. И несмотря на то, что сейчас нагнетают панические настроения, что вот все пропало, что они идут в атаку, я вот на 99% уверен, что эта атака, кроме захвата нескольких сел и, может быть, небольших городков где-то на востоке Украины, она ничего нового не принесет. Тем более прорываться в эту сторону по югу, через несколько крупных рек, штурмовать Днепр, там Южный Буг, там еще там какие есть реки, это, я не представляю сегодня это возможным. Через море еще менее возможно. Сейчас Украина топит корабли, которые за Крымом стоят, а подойти к Одессе — это попасть под прямой удар. Вот не верю от слова совсем. Поэтому их военные планы, опять-таки, атаковать со стороны так называемого Приднестровья, устроить гражданскую войну здесь, там, условно говоря, с помощью каких-то боевиков, там, 200-300 человек. Вот для этого как раз тренируется молдавская армия, там, полиция, и, там, европейцы консультируют. Поэтому я в реализацию силового сценария я не верю. То, что он у них задуман, я в этом почти на 100% уверен. Но дойдут ли они до его исполнения, тут вот очень большие вопросы, потому что без близкого присутствия армии к нашим границам эти все сценарии неисполнимы. Иван Чебан este foarte activ cu Man în Cahul, în zilele de sâmbătă și duminică. Ce fac restul nu se vede. Вопрос хороший. Так, вы говорите, что делают остальные политики. Я думаю, что многие проевропейцы, они не верят в свои успехи в Гагаузии и вообще там в Тараклии, на юге, короче. Поэтому и даже не особо парятся, понимают. Хотя, видите, Санду там покаталась туда вот последние пару месяцев, видимо, на что-то еще рассчитывает. Чебан, он, видите, он как-то пытается лавировать, что он как бы, не совсем до конца проевропейский, но и не пророссийский. Вот он, мы об этом еще будем много раз говорить, потому что у меня ощущение, что он сам до конца еще не понимает свое позиционирование. То есть, может быть, он хотел бы быть по-настоящему проевропейским политиком, но его как бы туда не особо пускают. Но и оставаться пророссийским уже тоже не хочет, потому что это, сегодня это зашквар. То есть, видимо, он хочет жить дальше в Молдове, чтобы здесь как-то бизнес, семья и так далее. Поэтому вот такое тут. Надо будет посмотреть, к чему это его в итоге приведет. Пишет, что бегущая строка очень быстрая. Да, кстати, я в прошлый раз тоже заметил, надо ее замедлить, потому что реально что-то она разогналась у нас. Да, спасибо, что напомнили, потому что я вчера хотел об этом сказать и забыл. Сейчас вам ее запустят помедленнее. Где можно найти, что сказал Настасья? Можете найти на 21 канале, он давал интервью, я не знаю, у них сайт нет, наверное, на Фейсбуке. Есть цитаты его на нескольких сайтах, на Ной.МД есть цитаты на румынском языке, в варианте румынском, и есть ссылка на саму программу. То есть, я там не помню, на какой минуте он это все говорит. Если вам не лень посмотреть час с чем-то его философствований, то можете посмотреть. Эта программа была на 21 канале с Ефремовым. Ефремов у него брал интервью, вот там можете это все увидеть. Так, все, друзья, мы сегодня завершаем. Завтра в мое время в 8 часов будет Аня с ее гостем. Будут говорить про вопросы региональной политики. Меня завтра в Молдове не будет один день, потому что, я говорю, что у меня две командировки. Одна сорвалась, вторая будет в два разных направления в Румынии. Вернусь я, если все будет хорошо, в четверг после обеда и буду готовиться к интервью, которое будет в четверг вечером в 8 часов. Так что все обычно, все коллеги остальные. Завтра будет и «Аспект» Аня, и «Нота Бени» Виталий Андреевский, и «Террариум» Сергей Цурканов. Короче, все на месте, все для вас работаем, поэтому поддержите нас лайками, поддержите нас репостами, распространяйте наши видео в сетях, по мессенджерам и поддерживайте нас материально, у кого есть такая возможность. Всего вам доброго, увидимся, пока.